Ну что, друзья, продолжим наше изыскание. Продолжим сегодняшний разговор про стихии, про пятый элемент, про элемент под названием любовь, который и есть как раз главный ключ для достижения гармонии и для а, покорения этих четырех стихий внутри нас. Но на самом деле эти четыре стихии делятся опять же на две составляющие, на те же инь и ян. Это женское начало и мужское начало. Вода и земля – это женское начало, огонь и воздух – это мужское начало. То есть две противоположности. Походу у меня новая волна начинается откровений. Очень интересно сегодня открытие. И я сейчас оглядываюсь назад, вспоминая про этот фильм «Пятый элемент», но ведь он на самом деле был об этом. Почему я его тогда не понял так, как я понял сейчас? Ведь на самом деле именно любовь является главным ключом, чтобы установить вот эту вот гармонию внутри нас. И как все-таки интересно все устроено, как с одной стороны интересно, с другой стороны очень просто все устроено. Ведь на самом деле вот эта вся информация, она витает в пространстве. Она есть, надо просто настроиться на эту частоту и надо открыть свое сознание, открыть свое зрение и начать считывать эту информацию. И в том числе вы для меня являетесь такими проводниками, в том числе, которые та информация, которая приходит в том числе через вас. Вот смотрите, какие интересные совпадения. У меня есть друг, это один из вас, мой подписчик, который со мной практически с самого начала. Зовут ее Ольга Заславская. Она кандидат культурологии, директор Центра исследований альтернативной культуры в Будапеште. В общем, независимый куратор многих интересных проектов. И мы с Ольгой подружились, как со всеми с вами, ведем с ней переписку. И вот буквально вчера, когда я с ней поделился значит, своей идеей вот этой вот рождения клуба, что у нас клуб, философский клуб, и она мне пишет следующие строки. Андрей, может быть, с философским как-то, пока повременить, не все как бы могут это понять, и готов ли ты говорить на философские труды, готов ли ты говорить о таких известных древних философов, как там Платон, Аристотель и так далее. Я ей ответил следующее, что я на самом деле готов учиться, но я никогда не подхожу к этому как-то вот так методично, что вот все, я, например, начал заниматься философией, и я сейчас должен взять и там перелопатить все философские труды, значит, философов современности и философов древних. И что вы думаете? Ну я ей ответил, что у меня обычно это происходит по наитию. То есть, когда приходит эта информация, я начинаю ей интересоваться. И что вы думаете? Сегодня я заговорил про этих древних философов. Я заговорил про Платона, я заговорил про Аристотеля, я начал изучать их труды, про 4 стихии, про 5-ю стихию, про эфир. Интересно, да, как информация начинает материализоваться через разных людей, и она мне начинает вот складываться в эти пазлы. Или, например, та же Ольга Заславская буквально неделю назад и говорит мне, есть такая, сейчас фамилию боюсь, да, есть такая Анна Обаянская, она сотрудничает с Димашем. И у нее есть свой инстаграм, ты ее найди и подпишись. Это было где-то неделю назад. Я подписался, соответственно, там периодически просматривал ее посты. И вот сегодня Анна Обаянская всплыла, проявилась материально в виде вот этого своего откровения про 5-ю стихию. Но она называла 5-й стихией непосредственно вот талант человека, который есть у Димаша. Но для меня это было открытие, что это любовь. Я это так понимаю. Опять же, я же делюсь своими мыслями, я не претендую на истину в первой инстанции. И я, соответственно,
Анне сразу написал. Причем я ей написал, совершенно четко понимая, что, скорее всего, она даже не прочитает мое сообщение, потому что, ну, наверняка ей просто сотни таких сообщений приходит от поклонников Димаша там, с всякими вопросами. Я просто, знаете, вот свою благодарность, что она натолкнула меня на это откровение, я просто эту благодарность в пространство отправил, как бы и все, и забыл. И каково было мое удивление, когда она мне ответила практически тут же. Ну, прям вот в течение там минуты-двух. И опять же, Ольга Заславская меня натолкнула на Анну. То есть такие вот происходят, как же вам это объяснить? То есть когда у вас открывается сознание, когда вы начинаете искать ответы, ясными глазами эти ответы начинают прям примагничиваться и прилетать к вам очень быстро. Это вот, ну на самом деле это какая-то магия, это какая-то мистика, то, что происходит, и я не перестаю удивляться. Но давайте вернемся все-таки к нашим стихиям. Есть очень интересные моменты, которые я сегодня не сказал. То есть я весь этот день думал об этом. Ну, во-первых, у меня теперь совершенно четко сложился пазл. И обратите внимание, вот смотрите, давайте я вам покажу, что я сам говорил неделю назад, когда делал разбор «Войны и мир». Вот давайте посмотрим на этот фрагмент. Ну, я надеюсь, кто видел этот обзор, тот обратил внимание на эти слова. Кто не видел, посмотрите. Давайте я добавлю, вот вверху закреплю ссылочку на это видео. Это мои слова. Это мои слова, я их ниоткуда не взял, я их взял из своей головы. И ну, вы посмотрите, о чем я говорю. Что, во-первых, ищи ответы в самом себе, что в нас самих заключена мудрость всего этого мира, что нам надо избавиться от лишнего мусора, от лишних шаблонов и блоков в нашей голове, и тогда наши глаза откроются. И дальше. Обуздай и подчини себе обе стихии, оба этих начала, и ты познаешь гармонию и равновесие. Но ключевое слово дальше. И тогда ты сможешь изменить этот мир. Только через любовь ты постигнешь все это. То есть я тогда это говорил на своем каком-то интуитивном уровне. То есть у меня этот пазл еще не был сложен до конца, но я понимал, что именно любовь является главным ключом к достижению этой гармонии. И вот сегодня, когда произошло это новое озарение, новый пазл сложился. И теперь совершенно точно понятно, что пятый элемент, пятая стихия – это любовь, это эфир, который наполняет весь этот мир. То есть можно привести кучу аналогий, что вплоть до того, что любовь это и есть Бог. Потому что эта энергия самая мощная во Вселенной, самая созидающая. И она способна подчинить себе все эти стихии. И именно только тогда наступит гармония. Опять же, вспоминая пятый элемент, что послужило пятым элементом? Любовь между Брюсом Уиллисом, ну, героем, которого он играет, и Милой Йовович, вот этой вот космической девочкой, которая была по-настоящему чиста. Чувствуете аналогию, да, про кого я говорю? И любовь, их любовь, которая вспыхнула между ними и являлась этим ключом. Ну вот как я это не видел, почему я это раньше не обратил внимания? Сейчас это настолько ясно, еще Люк Бессон нам тогда делал эти намеки. И все сложилось. Очень здорово, мне кажется, вот наблюдать, как происходят вот эти головоломки и как они постепенно выстраиваются вот в эту картинку. Я отдаю себе отчет, что прогресс будет продолжаться. Наверняка трансформация моя будет происходить, и она будет происходить на ваших глазах. И наверняка эти знания, они будут как-то еще видоизменяться. То есть, опять же, я четко отдаю себе отчет, что я только в начале пути. Я только в начале, но я чувствую, что я на верном пути. И я ступенькой за ступенькой начинаю постигать этот мир. И, может быть, через год я буду говорить что-то
другое, что-то еще более такое масштабное. Посмотрим, куда меня заведет эта дорога. По крайней мере, вы можете за мной наблюдать, как происходит эта трансформация. И еще один очень важный момент, на который я хочу обратить внимание. Сейчас я вам найду. Мне очень близка философия индуизма, потому что у них как раз уже вот эти 5 стихий в их философии существует, и у них это расписано на уровне чакр. То есть первая чакра, отвечающая за землю, вторая чакра за воду, третья чакра за огонь, четвертая за воздух и пятая чакра, вот прям читаю дословно вам, содержит метаэлемент эфира. То есть в моем понимании эфир — это любовь, самая мощная энергия, которая соответствует, внимание, волновому и звуковому агрегатному состоянию вещества. То, о чем я, ребята, вам твержу на протяжении уже 2 месяцев. Вибрация, звук, вибрация. Димаш при помощи вот этого волнового и звукового агрегата у себя космического нам напрямую просто чистейшую любовь посылает. Вот прям вот такое ощущение, что пазл начинает просто вот разрастаться, и все новые и новые недостающие ячейки начинают обрастать, и этот мир становится еще более большим и еще более насыщенным. У меня состояние эврики сейчас, ребят. Значит, дальше читаю. При этом эфир описывают как мистическое пространство, не имеющее ни объема, ни времени. Внимание! Ее можно ощутить через свой внутренний слух. Имеются в виду тонкие звуки, которые улавливаются в результате специальных тренировок. То есть, опять же, о чем я вам всегда говорил, что мы Димаша слушаем не ушами, а мы его слушаем своим тонким миром, своей душой, своими фибрами души мы улавливаем эти звуки. Именно поэтому такое мгновенное проникновение происходит и мгновенное пробуждение людей. У кого-то кратковременное, у кого-то взрывное, как у меня, у кого-то постепенное. Все зависит от того, насколько мы с вами подготовлены к этому, что ли. Я не знаю, как бы это еще стоит мне в этом вопросе изучать. Но открытия удивительные, которые я делаю. И я с удовольствием с вами ими делюсь. И здорово, что мне есть с кем поделиться. Я не боюсь это делать, я не боюсь ошибиться. И вас призываю не бояться ошибаться, не бояться сомневаться, анализировать. Потому что в нас с вами заложен этот механизм, при помощи которого мы способны разгадать тайны Вселенной. Всех обнял. До новых встреч.